Часть первая. Тетрадь. Я не ведьма. Так я думала 33 года. В октябре прошлого года, разбирая бабушкины вещи, я нашла тетрадь, которую лучше было не находить. Я взяла ее в 11:14 утра. Мне понадобилось 18 минут, чтобы прочитать первые 3 записи, перевернуть тетрадь вверх ногами, положить ее обратно в коробку, встать, пройти на кухню, налить воды из ковша в кружку и выпить ее, стоя у окна, глядя на огород, где еще стояли прошлогодние кабачки, серые пустые стручки на почерневших стеблях. Потом я вернулась и дочитала все. Деревня Карасева – это 5 домов на одной улице, сосновый лес с 3 сторон и разбитая грунтовка, которая выводит к асфальту через 8 километров размытой глины. Население – 3 пенсионерки, 1 дед с плохим слухом и Валерка Ситников, 42 года, живет наездами, пьет, но в меру. Летом еще дачники, но сейчас начало октября, и дачников нет. Я приехала сортировать вещи после смерти бабушки. Марья Ивановна Гаврилова умерла 14 сентября, 81 год, сердце. Я последняя из родственников, родители умерли давно, братьев и сестер нет, двоюродные где-то в Сибири, мы не общаемся. Дом либо продать, либо оставить гнить. Я взяла неделю за свой счет и поехала. Первый день провела почти целиком в дороге. Приехала, только успела затопить печь и лечь спать. Дом пах лавандой и чем-то сладким, что бывает только в старых нежилых домах. Не плесенью, но чем-то близким к ней. Запах прошлого. Запах вещей, которые ждут. Меня зовут Алина Сергеевна Гаврилова, 33 года, нотариус нотариальной конторы в Рыбинске. Я заверяю сделки, веду реестры, составляю договоры. Работа тихая, именно поэтому я ее выбрала. Я люблю порядок и точность, веду ежедневник, записываю расходы, отмечаю время входящих звонков. Если кто-то звонит мне в 17:23, в ежедневнике будет написано 17:23, не около 5. Работа в конторе приучила меня к системе. Второй день разбирала комнаты по списку, слева направо, от окна к двери. На третий день добралась до бабушкиной спальни. Матрас пах старостью и лавандой. Под ним была коробка от зимних сапог фабрики «Северянка», размер 38. Внутри пенсионное удостоверение, техпаспорт на дом, пожелтевшие письма, отложила в стопку, не читая. Фотографии в конверте из плотной бумаги и тетрадь. Темно-синяя, школьная, 96 листов. На обложке ничего. Внутри на первой странице дата – 12 апреля 1994 года. Мне тогда было 5 лет. Я приезжала сюда каждое лето до 15, потом реже, потом совсем редко. Но лето в Карасево помню иначе, чем любое другое место в своей жизни. Здесь все было конкретно и медленно. Помню, как пахнет эта кухня в июле, смородиновым листом, потому что бабушка заваривала его вместо чая, и растопленным сливочным маслом в маленькой глиняной миске у плиты. Деревянный пол, который в жару нагревался и пах смолой. Огород в 8 утра, когда роса еще не сошла. Ряды картофельной ботвы, темно-зеленые, в серебристых каплях. Я была у нее тихим ребенком, не замкнутым, просто тихим. Любила сидеть рядом и смотреть, как она что-то делает. Полола грядку, режет хлеб, штопает носок. Иногда мы просто сидели на крыльце и молчали. Она с вязанием, я с книгой или просто так. Теперь понимаю, она наблюдала за мной. Все это время наблюдала. Не подозрительно, не тревожно, внимательно. Как наблюдают за вещью, природа которой неизвестна и нужно просто знать. Она любила меня. Это не противоречит наблюдению. В нашей семье, видимо, это одно и то же. Бабушкин почерк я знаю хорошо. Мелкий, с наклоном влево, буквы сжаты, как будто она экономила место. Она всегда писала перьевой ручкой, синими чернилами, иногда с нажимом, иногда почти без следа, в зависимости от настроения.
На последних страницах тетради почерк другой, крупнее, дрожащий, карандашом. Это уже последние годы, когда руки начали сдавать. Первая запись. 12 апреля 1994 года. Аля разбила колено о ступеньку, плакала. Кошка соседки Дуси, рыжая, звали Маруся, пропала в тот же день вечером. Нашли через 3 дня в лесу, мертвую, никаких следов. Я перечитала это дважды, потом вторую. 3 сентября 1994 года. Аля пошла в 1 класс. Витька Панин из 3 Б ударил ее портфелем по голове на перемене. Учительница Зинаида Петровна сделала замечание Витьке, но не наказала. Аля пришла домой и ничего не сказала, но я видела по лицу. Через 4 дня Витька Панин сломал правую руку, упал с велосипеда во дворе. Гипс на 7 недель. 3. 17 ноября 1994 года. Аля получила 2 по математике ноября 1994 года. Аля получила 2 по чтению, переживала. Зинаида Петровна написала в дневник: невнимательно. Аля не плакала, но не ела ужин. На следующей неделе Зинаида Петровна подскользнулась на крыльце школы и сломала лодыжку. Больничный на месяц. Аля больше у нее не училась, дали другую учительницу. Вот тогда я встала, пошла на кухню и выпила воды. Я не помню Витьку Панина с его велосипедом. Я не помню кошку Марусю. Но я помню 1 класс. Помню портфель, который прилетел сзади. Помню, как стекло слетело с левой линзы очков, и я не нашла его на полу, как не искала. Я помню лицо Зинаиды Петровны над раскрытым дневником. Я не думала об этих людях 28 лет. Часть 2. Список. Я слышу, как ты дышишь. Подпишись, поставь лайк. Тетрадь еще не закрыта. Записи шли по хронологии. Не каждый день. Иногда раз в неделю, иногда пропуски на месяц. Бабушка не объясняла механизм и не строила теорий. Она просто фиксировала. Дата, событие с Алей, дата, событие с другим человеком. Иногда интервал 1 день, иногда 3 недели. Я читала и где-то после 20-й страницы начала вести свой список на отдельном листе. Вот что получилось к середине дня. 1994. Апрель. Кошка Маруся. Аля разбила колено. Маруся пропала и умерла. 1994. Сентябрь. Витька Панин. Ударил Алю портфелем. Через 4 дня сломанная рука. 1994. Ноябрь. Зинаида Петровна. 2 в дневник. Через неделю сломанная лодыжка. 1996. Геннадий Рябов, сосед. Орал на Алю за то, что та залезла в его огород за мячом. Гнал метлой. Через 11 дней инсульт. Частичный паралич правой стороны. Рябов прожил еще 8 лет, но не ходил. Рябова я помнила. Высокий, с красным лицом, с метлой. «Пошла вон отсюда, пощенка!» Я выбежала за калитку и потеряла мяч. Он укатился под его сарай, я не решилась идти за ним. Потом бабушка дала мне другой мяч, поменьше, зеленый, жесткий, плохо прыгал. Я играла им 3 лета подряд. Рябова мне было жалко. 8 лет без ног – это очень долго. Мне было 7. 1997 год. Лариса Никонова, учительница математики. Поставила Але незаслуженную 4 вместо 5. Бабушка проверила, задача решена верно. Через 8 дней аллергический отек, госпитализация. Никонову я помнила, маленькая, быстрая, с красными пальцами от мела. Она поставила 4 не потому, что хотела меня обидеть, просто допустила ошибку и не захотела ее признавать. Это было видно. Она прошла мимо моей парты, не останавливаясь, не глядя. Именно это было хуже несправедливости, то, что ей было все равно. Через 8 дней аллергический отек. Бабушка не написала, как сильно. Не написала, надолго ли госпитализация. Просто отек, госпитализация.
факт. В тетради нет сочувствия, нет и злобы. Просто дата, факт, факт. Я держала тетрадь в руках и думала. Бабушка писала это как нотариус. Именно так. Только факты. 1999. Костя Фролов, одноклассник. Разорвал Ален реферат и выбросил в мусор. Через 3 дня упал в спортзале, 2 сломанных зуба и сотрясение. 2001. Сережа Мухин, одноклассник. История длиннее. Издевался над Алей несколько недель, прятал сменку, рисовал карикатуры. Бабушка написала: «Аля не говорила, но я видела, что она не ест и почти не спит». Через месяц Сережа попал под машину. Выжил. Ногу не ампутировали, но хромота осталась. Бабушка написала: «Значит, не до конца». Она имела в виду, что соразмерно. Несколько недель издевательств, хромота на всю жизнь, но не смерть. Как будто существовал прейскурант, и кто-то его соблюдал. Сережу Мухина я помню лучше, чем любого другого в списке. Нас было 32 человека в классе. Сережа выбирал жертву методично, не из жестокости, а из потребности в иерархии. Ему нужно было знать, что кто-то ниже. Я подошла по параметрам. Очки, тихая, читаю книги, не дерусь. Началось в начале сентября. Сначала мелочи. Спрятанная сменка в мусорном ведре на 1-м этаже. Порванный пакет с учебниками, мятые страницы в тетрадях. Потом рисунки. Карикатуры на меня, которые он пускал по рядам во время урока, пока учитель писал на доске. Я слышала смех, тихий, сдавленный, хуже любого громкого. Сидела и смотрела в учебник. 3 строчки абзаца по алгебре, одни и те же, пока не кончался урок. Я не рассказывала бабушке. Звонила по воскресеньям. «Привет, нормально, как ты?» Она спрашивала про школу. Я говорила «нормально». Не знаю, что она слышала в этом «нормально». Что-то слышала, раз записала. Это продолжалось 6 недель, 42 дня. Я помню их все. Помню, как перестала есть в школьной столовой. Сережа садился за соседний стол и комментировал. Стала брать бутерброды из дома и есть на лестнице у запасного выхода. Помню запах этой лестницы. Краска, сырость, чуть сигаретный дым от старшеклассников. Потом Сережа попал под машину. Это был ноябрь, после уроков. Я узнала на следующий день, в коридоре говорили. Машина на скорости, он выскочил из-за автобуса. Перелом ноги в 2 местах, бедро, хирургия. Несколько месяцев в аппарате. Первое мое чувство, когда услышала – пустота. Как будто что-то, что занимало место, убрали. Просто место стало свободным. Я села в классе, достала тетрадь и написала контрольную по алгебре на 5, первую за этот семестр. Сережа вернулся в феврале, с хромотой, постоянной, заметной. Ходил мимо меня в коридоре и не смотрел на меня. Больше не рисовал карикатур. Больше вообще ничего. Мне тогда было 14 лет. 2004. Ольга Тимофеева, кассирша в магазине «Продукты» рядом со школой. Обвинила Алю в краже жвачки. Вызвала директора. Аля не брала. Бабушка написала: «Я знаю точно. Она при мне достала деньги и заплатила. Я ждала снаружи». Через 3 дня у Ольги Тимофеевой умерла мать. Бабушка написала: «Это не Аля, это фон». Я трижды перечитала это предложение. Это фон означало, что бывают попутные смерти, что радиус действия шире, чем конкретный обидчик, что иногда что-то умирает рядом, не то, что должно, а просто что-то слабое, случайное, оказавшееся поблизости. Не Ольга Тимофеева и ее мать. Я перестала вести список и сидела несколько минут, потому что вот что следует из слова «фон». Я не знаю радиус. Тетрадь фиксирует конкретных людей, тех, кого бабушка смогла связать со мной. Но фон – это не связанные люди, это случайные, которые просто оказались рядом. Я вспомнила маршрутку, которую брала несколько месяцев назад. Водитель грубо ответил на вопрос о маршруте. Я промолчала, но внутри что-то сжалось. Я доехала, вышла, маршрутка уехала. Я вспомнила очередь в МФЦ прошлым летом.
2 часа ожидания. Потом выяснилось, что взяла не тот талон. Нужно снова. Служащая сообщила об этом без сочувствия. Я развернулась и ушла, не сказав ничего. Дома долго не могла читать. Сидела с книгой в руках и смотрела страницу. Что с той служащей? С водителем маршрутки? С кем-то, кто просто шел мимо в тот момент, когда мне было плохо? Я не знаю. Тетрадь не знает. Никто не знает. Это фон, самые страшные 2 слова в этой тетради. Темнело. Я зажгла свет, единственную лампочку под потолком, 40 Вт. Она давала желтый круг над столом и оставляла углы в тени. Сварила гречку из запасов, поела стоя у окна, держа миску 2 руками. За окном деревенская темнота. Не городская, где всегда есть фонари, реклама, чьи-то окна. Здесь темнота плотная, как материя. Только в доме тети Гали через дорогу горело одно окно, желтое и теплое. Силуэт двигался внутри, туда, обратно. Тетя Галя знала. Я это чувствовала с утра, с момента, как она пришла с огурцами. 74 года, всю жизнь через дорогу от бабушки. Что-то она видела или слышала за эти 30 лет. Именно поэтому принесла огурцы. Именно поэтому спросила, когда я уеду. После ужина я вышла на крыльцо с кружкой чая. Собака Валерки Ситникова, трехцветная дворняга, которую он называл рыжая, хотя в ней не было ничего рыжего, сидела у забора напротив и смотрела прямо на меня. Не на крыльцо, именно на меня. Я была в этом уверена, хотя было почти совсем темно. Я сделала шаг к ней. Она встала и ушла. Не убежала, ушла спокойно, не оглядываясь, как уходит тот, кто пришел, посмотрел, убедился в чем-то и больше не нуждается в подтверждении. Я вернулась в дом. 2007. Максим Демин, сосед по комнате в общежитии. Украл у Али деньги из куртки, 3000 рублей. Аля не заявляла, но бабушка как-то узнала. Позвонила, ничего не сказала, но я слышала, как дышала. Через 6 дней Максим Демин выпал из окна 3-го этажа. Выжил. Спина. Не парализован, но позвоночник. Бабушка написала: 3000 рублей, 3 этажа, мог бы 4-й. Я провела рукой по лицу. 300 рублей бабушка прислала на день рождения. Еще 2700 я копила 3 месяца. Отказывалась от обеда в столовой, ела хлеб с чаем в комнате. Когда обнаружила пропажу, 3 дня ходила в библиотеку вместо столовой, потому что там было тепло. Не заявила в деканат, потому что Максим был старше на 2 курса и дружил с нужными людьми. 3 дня без денег и без обедов. Я помнила это хорошо. 3 дня – это точно. Первый день. Обнаружила пропажу после занятий. Был вечер, некуда идти. Легла спать голодной. Второй день. В библиотеке до закрытия. В 9 на улице. Октябрь. Холодно. Вернулась в комнату. Легла. Третий день. Позвонила бабушке якобы просто так. Поговорили ни о чем. Через 2 дня она прислала перевод. 200 рублей. Не 3000. Просто так. Я не сказала, что именно случилось. Она не спросила. Она слышала, как я дышала. Через 6 дней Максим выпал из окна. Я не знала об этом. Или не позволяла себе это знать. Теперь я не уверена в разнице. Часть 3. Вырезки. На следующий день я нашла еще одну коробку. Она стояла на антресолях в коридоре. Обычная картонная, из-под телевизора, заклеенная скотчем. Я стащила ее вниз, разрезала скотч складным ножом. Внутри вырезки из газет. Не обрывки, не случайные листы. Аккуратно отрезанные статьи, каждая сложена в 4. Некоторые пожелтевшие, старые, 80-е, может быть. Некоторые совсем свежие, из районной газеты. Я взяла первую попавшуюся. Рыбинские ведомости, 2007 год. Маленькая заметка, 3 абзаца. Несчастный случай в общежитии Политехнического института. Студент 3-го курса выпал из окна при невыясненных обстоятельствах. Состояние тяжелое, повреждение позвоночника. Фамилия Демин. Я положила вырезку на стол. Взяла следующую. Некролог, 2018 год.
Звягин Кирилл Андреевич, руководитель отдела. Скончался после продолжительной болезни. 47 лет. Вдова, 2 детей. Еще одна. 2001 год. Местная газета. Происшествие. Школьник попал под автомобиль. Госпитализирован. Фамилию не называли. Несовершеннолетний. Я разложила вырезки на столе. Их было 11. 11 аккуратно сложенных прямоугольников серой газетной бумаги. Не все записи из тетради имели вырезку, только те, о которых писали газеты. Бытовые переломы, сломанные лодыжки, аллергические отеки, они не попадали в прессу, а те, что посерьезнее, попадали. Одна вырезка не совпадала ни с одной записью в тетради. Маленький некролог, 2003 год. Мужчина 42 лет, умер от остановки сердца. Имя Горлов Павел Витальевич. Ни одной строчки с этим именем в тетради не было. Ни одной записи за весь 2003 год вообще. Но бабушка вырезала этот некролог. Аккуратно, ножницами, сложила в 4. Положила к остальным. Что она знала про Горлова, я не узнаю. Тетрадь молчит. Бабушка собирала это 30 лет. Она не просто вела тетрадь, она вела архив. Зачем вырезки, если есть тетрадь? Ответ пришел сам. Тетрадь – это ее слова, ее наблюдения, ее интерпретации. Она могла ошибаться, могла видеть связь там, где ее не было. Вырезки – это факты. Газетная бумага, типографская краска, чужая рука. Это не интерпретация. Она собирала доказательства. На случай, если однажды сама начнет сомневаться. Или на случай, если начну я. Я убрала вырезки обратно в коробку. Поставила ее рядом с тетрадью. Возьму с собой. За окном лаяла рыжая. Потом замолчала. Здесь в тетради пропуск почти на год. 2008. Одна запись о том, что Аля сдала экзамены. 2009. Ничего. 2010. 3 записи подряд. 2010. Март. Аля влюбилась. Вижу это по голосу в телефоне. Парень из ее работы. Зовут Антон. Я рада. Я молюсь, чтобы с ним ничего не случилось. Я остановилась на этой фразе дольше, чем на любой другой в тетради. Молюсь, чтобы с ним ничего не случилось. Не желаю им счастья. Молюсь, чтобы он не пострадал, потому что если пострадает, следствие, а не причина. Следующая запись. Ноябрь. Они встречаются 8 месяцев. Все хорошо. Антон кажется хороший. Ни разу ее не обидел. Я слежу. Апрель 2011. Антон ушел от Али. Она сама сказала, что он ушел. Я не знаю, кто виноват. Если он ее обидел, я боюсь. Но она сказала: «Ничего, бабушка, так получилось». Не плакала. Или плакала, но не при мне. Я жду. Июль 2011. Ничего, Антон жив и здоров. Значит, он ее не обидел. Или она сама виновата. Или я ошибаюсь в природе этой вещи. Не знаю. Я закрыла тетрадь и сидела несколько минут в тишине. Антон сказал: «Ты слишком далеко от всего». Я не поняла тогда. Я закрыла дверь и села на пол у двери. Не потому, что была сломлена, а потому, что ноги вдруг стали не нужны. Сидела 40 минут. Потом встала и поела. Я не желала Антону зла. Или я не знала, что желаю. Антон жив. Я проверила его страницу еще в Карасево. Вечером, когда ждала такси. Фото с каким-то мероприятием. Улыбается. Живая, нормальная жизнь. Значит, либо он меня не обидел, либо моя обида была не той глубины. Либо бабушка права. Ничего, значит, она сама виновата. Может быть, так и есть. Я убрала тетрадь со стола в коробку и закрыла крышку. Спать с ней в руках не хотелось. Я легла спать в 1 ночи. Тетрадь я не дочитала. Там оставалось еще несколько страниц. Лежала на голых досках в спальнике, слушала дом. Старый деревянный дом живет по ночам. Доски в полу остывают и сжимаются. Рамы в окнах чуть вибрируют от ветра. Где-то в стене шуршит мышь. Привычные звуки.
Около 2 ночи встала на кухню за водой. Стоя у окна, смотрела на темную улицу. Ни фонарей, ни машин. Только луна, неполная, в облаках, давала слабый ровный свет, который делал все беспредметным. Серые прямоугольники домов, серый забор, серая дорога. Рыжей не было. Она обычно спала у крыльца Валерки, сейчас ее там не было. Я перебирала в голове бабушкину фразу «Это просто кровь». Просто кровь. Как группа крови, как цвет глаз. Что-то, что есть в тебе с рождения и никуда не девается. Сколько было таких людей, не в нашей семье, вообще в истории, которые жили обычные жизни, работали, ели, спали, и вокруг которых ломались руки и случались инсульты, а они не знали и не соединяли точки. Большинство из них никогда не узнавали. Не было синей тетради, не было бабушки, которая вела учет. За окном что-то двигалось, не человек. Темная форма у забора, силуэт без четкого контура, как будто темнота в одном месте стала немного плотнее, чем должна. Неподвижная секунду, может быть 2. Я не отошла от окна, стояла и смотрела в то место, где оно было. Луна зашла за облако, стало темнее. Силуэт не повторился. Я думала, это куст, или рыжая, или игра теней от облаков. Я думала об этом долго, дольше, чем обычно думают о кусте. Ничего. Вернулась в постель. Лежала с открытыми глазами. Потолок в темноте, ровный серый прямоугольник. Какой след оставляет то, что убивает кошку? Я не знала, не хотела знать. Но это и есть ответ, которого я боялась всю ночь. Я не хотела знать не потому, что боялась правды. Я не хотела знать, потому что если знаешь, ты несешь ответственность. А если не знаешь, ты просто человек, который живет обычной жизнью в Рыбинске, варит гречку, ведет описи. Незнание было удобным. 33 года. Удобным. Больше нет. Синяя тетрадь под матрасом сделала свое дело. Теперь я знаю. За окном ничего не двигалось. Заснула около 3. Утром пришла тетя Галя. Я открыла дверь, она стояла на крыльце с кримкой молока, маленькая, в сером платке, завязанном под подбородком. Осеннее утро за ее спиной. Туман, сырость, сосны в дымке. «Заходи», — сказала я. Она зашла. Поставила молоко на стол, огляделась с привычным прищуром человека, который знает каждый угол этого дома и сейчас пересчитывает, что изменилось. «Разобралась уже?» — спросила она. «Почти». Она кивнула, не уходила. Я налила чай, себе и ей, не спрашивая. Она не отказалась. Мы сидели у стола, я смотрела на тетю Галю, а она смотрела на кружку. «Маша тебя любила очень», — сказала она. «Я знаю. Она за тебя переживала». Тетя Галя подняла глаза. «Сильно переживала. Не как за здоровье. По-другому». Я молчала. Она мне однажды сказала, давно, тебе лет 12 было. Она сказала: «Галя, у Али кровь тяжелая, ей нельзя обижаться». Я тогда не поняла. Думала, про здоровье говорит. Нервная система, давление. Потом поняла. «Что поняла?» – спросила я. Тетя Галя долго смотрела в кружку. «Что не про давление», – сказала она наконец. «У нас в деревне всегда знали, в вашей семье есть эта вещь. Еще бабкина бабка. Старые люди помнили, не боялись, просто знали. Маша умела по-своему, ты по-другому». «Откуда ты знаешь, как я умею?» Тетя Галя посмотрела на меня. В ее светлых водянистых глазах не было страха, только та спокойная, чуть усталая серьезность, которая бывает у людей, давно принявших что-то, о чем другие продолжают спорить. «Собака твоя боится», — сказала она. «Рыжая с утра не лаяла. Она у Валерки все время лает, на всех, на тебя нет». Она допила чай и встала. «Это ничего, это просто кровь. Маша с этим жила, и ты проживешь».
Она ушла. Я сидела у стола и смотрела на полную кринку молока. Оно было парным, чуть сладковатым на запах. Я не выпила его, просто не смогла. Вернулась в дом, села за стол, взяла чистый лист и написала сверху: «Что я знаю?». Потом сидела над пустым листом минут 10. Вот что знала точно. В нашей семье есть что-то. Бабушка называла это кровь. Тетя Галя сказала: это вещь. Меня это не устраивало как определение, но другого не было. Я нотариус. Я привыкла к точным названиям. Когда названия нет, это просто коробка, в которой хранится нечто неопознанное. Вот что знала еще. Оно работает, когда мне больно. Не когда злюсь из-за пустяка, когда именно больно, когда что-то задевает что-то настоящее внутри. Украденные деньги, разорванный реферат, 3 дня без еды, ложная характеристика. Вот чего не знала. Как его остановить? И можно ли вообще? Бабушка не писала об этом. Она только советовала не обижаться по мелочам. Это не механизм управления, это снижение вероятности. Я смотрела на пустой лист. Кассир в супермаркете, который нагрубил 2 года назад. Я была обижена, по-настоящему. Что с ним сейчас? Не знала, никогда не проверяла. Может быть, ничего, может быть, что-то. Коллега Петренко подписал нашу совместную работу под своим именем. Через месяц взял долгий больничный, вернулся похудевшим и тихим. Совпадение? Вероятно, но слово «вероятно» теперь весит по-другому. Я написала на листе одно слово – Петренко. Потом зачеркнула его. Зачеркнутое слово читается лучше незачеркнутого. Нотариус не может этого не знать. Часть 4. Письмо. Последние 2 случая, 2018 и 2021, ближайшие к сегодняшнему дню. Ближайшие ко мне. 2018. Кирилл Андреевич Звягин, начальник отдела. Уволил Алю с прежнего места работы, дав плохую характеристику. Ложь. Бабушка проверила через знакомых. Следующая запись 6 недель спустя. Звягин Кирилл Андреевич. Рак поджелудочной железы. Поставили диагноз в начале декабря. Умер в марте следующего года. 47 лет. Я знала Звягина, помнила его лицо. Широкое, красное, с небольшими глазами, которые смотрели мимо тебя, когда он разговаривал. Он подписал бумагу об увольнении, не глядя на меня. Я видела, как он кладет ручку и тянется к следующей папке. Я ушла из его кабинета, добрела до туалета в конце коридора и закрылась там. Я думала тогда, чтоб ты сдох. Это была мысль, а не слово. Я ее почти сразу забыла, но я подумала это. Стояла над раковиной, держась за холодный металл, несколько минут. Смотрела в зеркало, на себя. 31 год, нотариус, только что без работы, сложной характеристикой в трудовой, которую ни один следующий работодатель не запросит, но которая там навсегда. Я не плакала, просто смотрела. Потом умылась холодной водой и пошла к выходу. Потом 3 месяца поисков. Нотариальная контора в Рыбинске откликнулась в сентябре. Я переехала. Новый город, новые маршруты, новые коллеги, которые ничего обо мне не знали. Ложная характеристика осталась в трудовой. Жизнь изменилась. Именно поэтому и изменилась. Звягин подписал бумагу, которая вытолкнула меня в другой город. Я начала новую жизнь за счет человека, которому пожелала смерти. Он умер через 8 месяцев. В марте. 47 лет. Рак поджелудочной. Плохая смерть. Долгая. Я не желала ему такой смерти. Я желала, чтоб сдох. В абстрактном смысле, который никто никогда не принимает всерьез. Но что-то приняло всерьез. Последняя запись. 4 сентября 2021 года. Карандаш. Крупный дрожащий почерк. Алимка, если ты это читаешь, значит я умерла, и ты нашла тетрадь. Я не знаю, хорошо это или плохо, что нашла.
Эта вещь в нашей крови давно. Моя бабка умела, мать умела, я немного умела, но я умела знать. А ты делаешь не зная. Это другое. Я не знаю, что с этим делать. Я всю жизнь не знала. Я только записывала. Не бойся, это не зло. Это как иммунитет. Тело защищается, и ты защищаешься. Только у тебя это работает немного дальше, чем у других людей. Не обижайся по мелочам. Я серьезно. Я тебя люблю. Береги себя. Бабушка Маша. Ниже, карандашом, другим почерком, совсем дрожащим, как будто добавляла позже, в темноте. Еще одно. Та первая запись, апрель 1994-го. Я написала: кошка пропала. Но той ночью я выходила на улицу, и я видела. Рядом с домом было что-то. Не человек. Я не умею написать, что именно, потому что не знаю, как это называется. Только контуры. В том месте, где ты стояла днем. Я никогда. Я сидела с этим письмом очень долго. Потом прочитала снова. По одному предложению. Эта вещь в нашей крови давно. Не мутация, не случайность. Наследование. Долгая история, которую я не знала. Я умела знать. А ты делаешь не зная. Она наблюдала. Я производила. Разные роли в одной системе. Это как иммунитет. Она выбрала именно это слово. Не проклятие, не дар, иммунитет. Что-то нейтральное, биологическое, без моральной оценки. Не обижайся по мелочам, я серьезно. Без восклицательного знака. Просто серьезно. Она умирала, когда это писала. Рука дрожала, карандаш, и все равно нашла нужные слова. Точные, практические. Я положила тетрадь на стол. За окном октябрьское небо темнело. Не сразу, постепенно, как вода набирается в стакан. Вышла на улицу, воздух был сырой, пахло хвоей и перегнившей листвой. Серое небо, без солнца. Я прошла через огород к задней калитке, вышла на тропинку, которая вела к лесу. Бабушка каждое утро ходила здесь, с тростью, медленно. В лесу тихо, мох влажный, ноги немного проваливаются. Сосны высокие, прямые, уходят вверх и теряются в сером небе. Между стволами ровная темнота без пятен. Я остановилась у старой ели, упавшей поперек тропинки много лет назад. Ствол уже стал частью почвы, порос мхом, рассыпался в труху с краев. Я положила руку на него. Труха теплая, как живая. Это не тепло солнца, солнца нет. Это тепло гниения, тепло распада, который порождает что-то новое внутри того, что умерло. Потом заметила кое-что. На стволе живой сосны в 3 метрах от тропинки зарубки. Старые, заросшие корой, но различимые. Не случайные. Ряд из 7 зарубок сверху вниз на высоте примерно 1,20 м от земли. Между зарубками равные промежутки, сантиметров 5, как отметки роста на дверном косяке. Я подошла. Провела пальцем по крайней, она была глубже остальных, сделана другим инструментом. Остальные 6 равномерные, одинаковой глубины. Кора вросла в них почти полностью, оставив только темные узкие полосы. 7 зарубок. Я не знала, что они значат. Не знала, кто их сделал и когда. Но бабушка ходила здесь каждое утро. Я не стала трогать больше, просто стояла и смотрела на сосну. Она стояла, как стояла, высокая, прямая, темная кора в серо-зеленых пятнах лишайника. Лес молчал, не угрожающе, просто молчал. Как молчат свидетели, которым не нужно ничего говорить, потому что все уже сказано давно. Я подумала, может быть, эти зарубки не счет? Может быть, это защита? Что-то, что она делала здесь каждое утро, что-то, о чем тетрадь не говорит, потому что это не нужно было записывать, это нужно было делать. Или, может быть, счет? Я не спросила тетю Галю, не спрошу теперь. Пошла обратно. Вечером я сложила вещи. Документы в пакет, фотографии в конверт, инструменты отложены для Валерки. Тетрадь и коробку с вырезками взяла с собой. Оставлять их здесь было неправильно, они слишком долго лежали одни. Села на крыльцо с кружкой чая.
Октябрьский вечер темнеет в 5. Деревня исчезала в темноте постепенно. Сначала огород, потом забор, потом силуэт из сосен. Осталось только желтое окно тети Гали через дорогу и запах дыма из ее трубы. Рыжая сидела у своей калитки, смотрела на меня. На этот раз я не сделала к ней шага. Мы просто сидели. Я на крыльце с чаем, она у забора. Несколько минут. Потом она легла, положила морду на лапы и закрыла глаза. Часть 5. Живые. Утром такси пришло в 10:58. Водитель молодой, заросший, в спортивной куртке. «Далеко едете?» – спросил он. «В Рыбинск. Часа 3, дорога разбитая после дождей». «Ничего», – сказала я. Первые полчаса по грунтовке. Березы, сосны, опять березы. Серое небо. Ни одной машины навстречу. Потом вышли на асфальт, и дорога выровнялась. На полпути меня затошнило. Не от дороги. Просто в какой-то момент что-то сжалось под правым ребром и не отпускало. Я попросила остановить. Вышла на обочину, постояла несколько минут в сыром воздухе, пахло соляркой и прелой листвой. Смотрела на поле за отбойником. Серое, пустое, без горизонта. Потом стало лучше. Я вернулась в машину. «Все нормально?» – спросил водитель. «Нормально», – сказала я. Рюкзак с тетрадью я держала на коленях всю дорогу. За окном поле, пустое, октябрьское. Темная земля, остатки убранного урожая. На горизонте линия леса, ровная, как будто кто-то провел по небу темной полосой. Я подумала. Моя бабушка прожила 81 год с этой вещью внутри. Не с моей, со своей, другой. Она умела знать, чувствовала что-то, видела что-то. Я не знала, что именно. Она никогда не рассказывала. Может быть, берегла меня от этого знания. 81 год. Нормальная жизнь. Насколько жизнь бывает нормальной? Огород, куры в молодости, потом только огород, потом просто сидеть на крыльце. Тетя Галя с молоком по вторникам, звонки от внучки по воскресеньям. И параллельно синяя тетрадь под матрасом. Она не скрывала от себя, она записывала. Смотрела на это прямо, называла своими именами, насколько умела. Не до конца, это фон, мог быть 4. Ни одного слова самооправдания, ни одной записи «это не я, это случайность». Она знала, что это не случайность. Она просто жила дальше. Это, наверное, и есть то единственное, чему она учила меня всю жизнь, не называя словами. Смотри, записывай, живи дальше. Я смотрела в заднее окно на дом, пока он не исчез за поворотом. Серый, деревянный, с покосившимся крыльцом. Бабушка красила его сама лет 20 назад. Говорила, серый – это когда нет ничего лишнего. Есть еще одна вещь, которую я не написала в список. 2015 год. Поезд из Москвы в Рыбинск. Купе, 4 места. Напротив меня мужчина лет 45 в деловом костюме говорил по телефону 1,5 часа без остановки. Громко, с хохотом. В час ночи все еще говорил. Я не сказала ему ничего. Надела наушники, легла, закрыла глаза. Злилась глухо, равномерно. Утром, выходя, он задел мою сумку на верхней полке. Она упала. Содержимое на полу. Он не помог, не обернулся. Через месяц я читала в новостях несчастный случай на этом маршруте. Мужчина 46 лет упал на рельсы на промежуточной станции. Выжил. Ноги. Я читала это в обеденный перерыв, стоя у окна в коридоре конторы. Кофе остывал у меня в руке. Я прочитала это, и первое, что я почувствовала – облегчение. Облегчение. Не ужас, не вину. Облегчение, как когда снимают что-то тяжелое с плеч. Тело расслабилось. Я выдохнула так, как будто задерживала дыхание несколько недель. Я поймала себя на том, что чуть улыбаюсь. Это меня должно было остановить. Должно было заставить подумать, откуда это чувство. Почему новость о том, что незнакомый человек сломал ноги, вызывает облегчение? Я не подумала об этом. Я убрала телефон и пошла на работу.
Я не думала об этом 9 лет, до сегодняшнего дня. Сколько раз это повторялось? Сколько раз я чувствовала это облегчение, тихое, почти незаметное, и не задавала вопросов? Сколько раз тело знало раньше, чем я успевала думать? Моя бабушка вела мой архив. Она сохранила то, что я не хотела знать о себе. Что я не могла знать, не потому что скрывала, а потому что не умела смотреть на себя снаружи. Бумага держит все. Теперь умею. Не уверена, что это хорошо. В Рыбинске была в 3 часа дня. Квартира однокомнатная, 4-й этаж, пахнет закрытым воздухом. Открыла окно, поставила чайник. Тетрадь положила на полку рядом с рабочими блокнотами. Она стоит там теперь, синяя, школьная, в ряд с серыми казенными томами. Достала телефон. Набрала в поиске. Петренко Дмитрий Геннадьевич, Рыбинск. Коллега, который несколько месяцев назад подписал нашу совместную работу под своим именем. Я была обижена, по-настоящему. Потом злость ушла. Осталась только констатация. Он поступил нечестно. Нашла страницу в социальной сети. Последнее фото 2 недели назад. Он стоит у озера, улыбается, держит удочку. Живой. Я закрыла телефон. Поставила чайник на плиту. Смотрела, как начинает идти пар. Злость ушла. Я это знала. Проверяла несколько раз за эти месяцы, как проверяют кран, закрыт ли. Каждый раз закрыто. Осталась только констатация. Он поступил нечестно. Это правда. Но это не жжет. Есть разница между «он поступил нечестно» и «он причинил мне боль». Первое – это факт. Второе – это рана. Бабушкина тетрадь была о ранах, не о фактах. Рябов орал – это факт. Но то, что я потеряла мяч и потом 3 лета играла жестким зеленым, это рана. Мухин рисовал карикатуры. Факт. Но 42 дня бутербродов на лестнице у запасного выхода – это рана. Петренко не ранил меня. Он меня раздражил. Если не жжет, с ним все в порядке. Наверное. Потом я сидела с телефоном еще полчаса. Геннадий Рябов первый в списке после Маруси. Сосед, деревня. Мне тогда было 7. Гнал метлой из своего огорода. Через 11 дней инсульт. Нашла ВКонтакте за 3 минуты. Работает механиком в Ярославле. 2 сыновей. Последнее фото – барбекю за городом. Широкая спина, чья-то рука ему на плечо. Улыбается. Живой. Мухин Сергей. Страница закрытая. Не виден. Может быть, переехал с семьей, может быть, просто не ведет страницу. Тимофеева Ольга. Кассирша, которая обвинила меня в краже жвачки и вызвала директора. Не нашла вообще. Может быть, нет страницы. Может быть, фамилия изменилась. Звягин Кирилл Андреевич. Умер в 2019. Это знала. Я закрыла телефон и положила его экраном вниз на стол. Те, кого нашла, живы. Те, кого не нашла, не знаю. Это все равно, что узнать, что 4 конкретных случая закончились хорошо, и думать, что это говорит что-то про все остальные случаи. Не говорит. Бабушка писала только то, что видела. Деревня, соседи, знакомые по ее кругу. Рыбинск знала плохо, приезжала раз в год. О том, что происходило в Москве в мои студенческие годы, она не знала ничего. Об Архангельске и Калуге тоже, когда я работала там в командировках по 3-4 месяца. 3 года командировок, съемные комнаты, новые коллеги, незнакомые города с незнакомыми людьми, которые задевали тебя или не задевали, о которых у бабушки не было ни одной строчки. Сколько раз что-то произошло в эти 3 года,
о чем нет ни одной записи. Я не знаю. Никогда не узнаю. Это, наверное, и есть самое страшное. Не то, что в тетради. То, чего в тетради нет. Вот кое-что о себе, что я теперь понимаю иначе. Я всегда держала людей на расстоянии. Не из мизантропии, я люблю людей. Просто всегда было фоновое ощущение, что близость опасна. Не для меня, для них. Это было не сформулировано, неосознанно. Просто фоновое чувство, которое я принимала за интроверсию, за такой характер. Нет близких друзей. Есть знакомые, коллеги, соседи, люди, с которыми можно поговорить о работе или погоде. Но никого, кому я звоню просто так. Никого, кто звонит мне просто так. Антон говорил: «Ты слишком далеко от всего». Я думала тогда, он говорит о моей закрытости, о неумении говорить о чувствах. Может быть, именно об этом. Но теперь я понимаю иначе. Может быть, в этой дистанции было что-то защитное. Не он от меня, я его от себя. Потому что если человек близко, он неизбежно тебя обидит. Не со злости, просто потому что так бывает между людьми. Слово не так, взгляд не туда, не пришел, когда надо. Мелкие обиды, из которых состоит любая близость. И что тогда? Скорее всего, тело само выработало безопасную дистанцию. Инстинкт, который я принимала за характер. Бабушка написала: «Не обижайся по мелочам». Но мелкие обиды неизбежны только тогда, когда кто-то рядом. Проще, чтобы никого не было рядом. Проще жить одной на 4-м этаже, ходить на работу, возвращаться, варить гречку. Тихо, безопасно. Для всех. Я думала еще об одном. А если бы я знала раньше? Если бы бабушка сказала мне в 20 лет: «Аля, вот что с тобой происходит?» Я бы испугалась. Потом, может быть, начала бы проверять. Нарочно обижаться на кого-нибудь незначительного и смотреть, что случится. Это было бы хуже незнания. Намного хуже. Потому что в первые часы после прочтения тетради я поймала себя на том, что перебираю в голове имена. Кто меня сейчас раздражает? Кто недавно был груб? Я поняла, что делаю секунд через 20, и убрала руки от телефона. Она это понимала. Именно поэтому молчала. И именно поэтому записывала, чтобы была возможность узнать, когда придет время. Не раньше. Когда сама придет к этому. Я пришла в 33 года, разбирая вещи в октябре. Может быть, это и есть правильное время. Я легла спать в 9, лежала в темноте и смотрела на желтую полоску под дверью. Я не выключила свет на кухне. Перебирала в памяти всех из бабушкиной тетради. Витька Панин, ему сейчас 37. Рука давно зажила, может быть, женат, дети, может быть, сам иногда задевает кого-то. Не со злости, просто бывает. Не знает, что в синей тетради есть запись о его гипсе. Маруся, рыжая кошка соседки Дуси. Она была первой в списке. Умерла, когда мне было 5 лет, и я разбила колено о ступеньку. 5 лет. Я не хотела ничьей смерти, когда мне было 5 лет. Я плакала из-за разбитого колена. Я была ребенком. Маруся не обидела меня. Маруся вообще не имела отношения ни к чему. Она просто оказалась рядом в тот день. «Это фон», — написала бабушка про кассиршу. Но Маруся была первой. Раньше кассирши. Раньше всего. Иммунитет 5-летнего ребенка, который разбил колено, убил кошку соседки. Я повторяю эту фразу в темноте, стараясь сделать ее понятной. Она не становится понятнее. Но это было с рождения, до того, как я умела хотеть или не хотеть. Первая запись – апрель 1994. Мне 5. Это значит, раньше тоже было. Просто бабушка начала записывать в апреле 1994. Может быть, это первый случай, который она заметила. Может быть, до этого были другие, которые она пропустила.
Значит, это было всегда. Не было точки, когда это началось. Я никогда не была человеком без этого. Я всегда была человеком с этим, просто не знала. Я думала, что было до апреля 1994-го. Бабушка начала тетрадь в том году. Первая запись – Маруся, апрель, разбитое колено. Это значит, что-то произошло, и она решила начать записывать. Не просто так. Значит, к тому моменту у нее уже было это решение – начать. Что-то ее подтолкнуло. Маруся была первой записью, не обязательно первым случаем. До 1994-го – детский сад. 3-4 года. Боль, которую я не помню. Там нет доступа. Тетрадь начинается в апреле 1994-го. Это не значит, что история начинается тогда. Я умею принимать факты. А теперь самое холодное. Бабушка писала об иммунитете. Иммунитет не злой, иммунитет не добрый. Иммунитет просто работает. Он не спрашивает, заслуживает ли вирус смерти. Он просто уничтожает то, что распознает как угрозу. Маруся не угрожала мне. Кошка соседки не сделала мне ничего. Но она умерла в день, когда мне было больно. Случайная жертва. Фон, как написала бабушка. Что-то слабое, что оказалось в радиусе. Ольга Тимофеева, кассирша. Она солгала. Это была несправедливость, и несправедливость причиняет боль. Через 3 дня умерла ее мать. Не она, ее мать. Это фон. Может быть, это не всегда точное попадание. Может быть, иногда смещение. Попадает рядом. Попадает в того, кто слабее, кто оказался ближе. Иммунитет не думает о пропорциях. Это бабушка думала о пропорциях. Это ее был анализ. 3000 рублей, 3 этажа, мог бы 4. А сама вещь она не анализирует. Бабушка написала: «Не бойся, это не зло». Я лежу в темноте. Она права, это не зло. Зло – это выбор. Это не выбор. Но теперь я знаю. Раньше это делалось само, в темноте, без моего ведома. Как работает сердце, как зарастает кожа. Механизм без оператора. Тело без наблюдателя. Теперь наблюдатель есть. Что это меняет, я не знаю. Может быть ничего, может быть все. Я думала, с сегодняшнего дня каждый раз, когда узнаю, что с кем-то что-то случилось, с кем-то, кто был груб или нечестен, или причинил мне что-то настоящее, я буду думать об этом. Каждый раз. Раньше просто слышала плохую новость и испытывала то, что испытывала. Облегчение или ничего, или что-то еще. Не задавала вопросов. Теперь вопрос будет всегда. Это нельзя развидеть. Тетрадь нельзя положить обратно под матрас и не знать о ней. Нотариус, которая получила архив о себе самой, не может закрыть глаза. Я не знаю, лучше это или хуже незнание. Бабушка прожила с этим 81 год. Каждое утро ходила в лес. Делала 7 зарубок на сосне. Возвращалась, топила печь, жила. Значит, с этим можно жить. Я думала, бабушка писала «буду стараться» нигде и никогда. Она просто вела тетрадь. Она не давала себе обещаний. Она просто наблюдала. Может быть, это честнее. Обещание «буду стараться» – это уже история, которую я рассказываю себе о себе. А история может не совпадать с тем, что на самом деле происходит. Тетрадь честнее. Тетрадь не обещает. Тетрадь просто фиксирует. Утром надо на работу. Желтая полоска под дверью горела. За окном тихо. Через 3 дня я сняла тетрадь с полки и открыла на последней странице. Взяла ручку, шариковую синюю, та же масть, и написала под бабушкиным письмом. 5 октября 2023 года. Читала, поняла, буду стараться. Поставила ручку, закрыла тетрадь. Вернула ее на полку. Пошла варить гречку. Пока вода закипала, я стояла у окна и смотрела во двор. Тихо. Ни собаки, ни машин. Обычный вечер в Рыбинске. Обычная жизнь. Моя жизнь. Я помешала гречку.
убавила огонь, поставила таймер на 20 минут. Страшная история на ночь, слушай один. Если ты дослушал до конца, подпишись. Этот канал для тех, кто не боится слушать страшное после полуночи. Напиши в комментариях, как ты думаешь, сколько человек пострадало из-за нее за эти годы? Только тех, о ком бабушка не знала? Следующая история уже готова. Включи уведомления, она выйдет без предупреждения. Наушники, темнота, осторожно. И в следующий раз, когда почувствуешь облегчение от чужой беды, просто задай себе вопрос: почему?